только нет. Куда мы едем? Мы все погибнем. Слушайте, доставщиком я в Израиле еще не работал. Не просто экстренное оповещение, а прям сразу сирена. Батюшки, как страшно. Доставки по Ришон-Ле-Циону. Вы знаете теперь, к кому обращаться. Всем привет! Вы на канале Levin the Dream. Меня зовут Денис Левин. И сегодня новый выпуск. Вы знаете, что сейчас очень непростое время в Израиле. Идет война, каждый день обстрелы, каждый день сирены. И всем непросто. И нам тоже непросто, потому что тревожно далеко ездить, далеко отходить от дома. Мы с детьми гуляем только в нашем парке. И хорошо, что есть раннее оповещение, да, за 10 минут примерно приходит оповещение о том, что из Ирана выпущена ракета. И этого времени, кстати, это было поначалу 10 минут, сейчас это уже сократилось до 5 минут. То ли ракеты стали быстрее, то ли радаров стало меньше. О чем сегодня будет выпуск? Выпуск о помощи другим людям. Да-да, в это непростое время очень важно помогать другим людям. Потому что всегда есть те, кому гораздо труднее, чем нам. Ладно, чем вам. Нет, чем нам. Чем нам всем. Не только нам, не только вам. И сегодня я участвую в таком мероприятии, которое устраивает Toyota. Называется Toyota Good Wheels. Toyota хорошие колеса. Правда? Хорошие, не спорю, хорошая машина. И они заранее разослали такие письма, в которых приглашали поучаствовать в мероприятии благотворительном к празднику Песах. Это еврейская Пасха. И задача следующая: приехать в ближайший Toyota центр, взять коробку с продуктами и отвезти по тому адресу, по которому они скажут. То есть у них заранее есть, видимо, собраны какие-то... Ой, смотрите, как машина припарковалась. Жалко. В общем, заранее у них собраны, видимо, адреса семей, которые нуждаются. И они решили устроить такую благотворительную акцию по всей стране. Так, посмотрим, как проедет скорая помощь на красный свет. Все нормально, аккуратненько проехала. Молодцы. Toyota решила устроить такую благотворительную акцию по всей стране, по всему Израилю. Собирают клиентов. Единственное условие, чтобы ты был на машине Toyota. То есть, если у вас Mercedes или Tesla, извините, вы нам не подходите. Так вот, в общем, нужно приехать в ближайший Toyota центр, взять коробку еды и отвезти по адресу, по которому они скажут. Записался, потому что я хочу сделать добро, помочь другим людям. И в конце выпуска я расскажу, почему это важно. Но особенно мне нравится Toyota Corolla Cross. Во-первых, я вообще очень люблю паркетники. А сама Corolla, она была, скажем так, низкая. Да и вообще какая-то попсовая. Согласитесь, да, каждый уважающий себя таксист имеет Toyota Corolla. Тут полно места. Чувствуешь, что это прям какой-то дом на колесах. А в этой композиции вообще прекрасно все. Во-первых, мой любимый велосипед, трек, по которому я очень скучаю, но надеюсь, что еще успею покататься на нем. Во-вторых, велобагажник на крыше. Это вообще крутая тема, потому что можно перемещаться на большие расстояния.
Ну и в-третьих, это сейчас так, чтобы поместилось все в кадр, Toyota Corolla Cross. Итак, получил я свои 2 посылки от Toyota. Вон они стоят на заднем сиденье. И везу их по адресам. Один адрес находится в 10 минутах. Так что совсем скоро мы туда приедем. Вообще, ребята, это очень важно. Очень важно помогать другим людям. Особенно в такое сложное время. Потому что когда ты помогаешь другим людям, то ты понимаешь, что кому-то еще сложнее, чем тебе. Ты начинаешь по-другому относиться к тому, что имеешь в своей жизни. Ты начинаешь это больше ценить. Ты понимаешь, что у тебя вообще все хорошо. Слушайте, если уж на то пошло, то я вообще себя ощущаю богатым человеком. Да, может быть, у меня нету там яхты, может быть, у меня нет там дорогой машины и всего прочего. Но у меня есть самое ценное в жизни — это моя семья, моя любимая жена, мои дети. У меня счастье, что мои дети накормлены, что они одеты, что они в безопасности. Да, они в безопасности. Слава богу, что у нас есть возможность снимать квартиру с мамадом, защищенной комнатой, и нам не нужно по ночам бегать в общественный миклад. Но были разные случаи, в том числе и, конечно, мы побывали в общественных микладах, так называемых, в общественных бомбоубежищах, и я несколько раз тоже попадал в ситуацию, когда нужно было забежать быстро в самый ближайший миклад. Сегодня, например, я ехал на самокате, и совершенно неожиданно случилась сирена в Ришон-ле-Ционе, потому что ракета летела вообще-то южнее Ришона, но, видимо, она развалилась раньше или еще что-то там произошло. В общем, пришло не просто экстренное оповещение, а прям сразу сирена. И на самокате пришлось заехать в ближайший дом быстро-быстро на лестничную клетку. В общем, не было времени посмотреть, где ближайший общественный миклад. Как видите, я все еще живой. И, слава богу, ни одна из ракет не попала в наш район, где мы живем. Хотя осколки прилетали. Осколки прилетали в наш город. Вы знаете, что были разрушения. Но не будем о грустном, потому что мой канал смотрят дети. В этот момент мне нужно надеть веселую маску. Так, ну а между тем мы подъезжаем на первый адрес. Это в самом центре Ришона, кстати. Я тут бываю по 2 раза в неделю. Так что все рядом. Даже есть место для парковки. Я приехал по первому адресу. Одна из коробок была приоткрыта, поэтому мне стало интересно, что там находится внутри. Давайте посмотрим. Есть масло, мука, рис, консервы, кофе. Целый такой набор, мне кажется, на неделю. Надо сказать, что это килограмм, наверное, 10. Слушайте, доставщиком я в Израиле еще не работал. Кем только не работал. Хотя нет, вру. Один раз я на съемке привозил зеркало. Значит, доставщиком тоже уже работал.
Слава богу, что есть лифт. Без лифта было бы нормально так, на 5-й этаж. Так, ну что, первая доставка на месте. Едем доставлять вторую. Вообще, у меня с Toyota связано довольно много. Моя первая Toyota была Toyota Levin с правым рулем, ярко-синего цвета. И это была любовь с первого взгляда. Да, когда мы приехали ее смотреть вместе с моим другом, с Борей Фросиным. А Боря, надо сказать, всегда очень хорошо разбирался в машинах. То он с первого же взгляда сказал, что надо брать. По-моему, мы даже не открывали капот. Вот. Во-первых, у меня фамилия Левин, да, а тут машина с названием Левин, да еще такая красотка. Потом, правда, оказалось, что к моей фамилии это не имеет никакого отношения, и вообще Левин переводится как молния. Да-да, можете в любой вообще переводчик вбить. Левин переводится как молния с английского языка. У меня была Toyota Levin в одном из последних кузовов 111 серии 2000 года. Это последний год, когда выпускали эти машины. Потом их сняли с производства. Говорят, что машину надо выбирать по характеру. И вот Toyota Levin мне подходила идеально под мой вспыльчивый характер. Потому что когда я хотел ехать, например, очень быстро, я мог себе это позволить. Я топил тапку в пол, несся, мне казалось, что это супер быстро. Хотя на самом деле там спидометр был до 180, но мне удавалось несколько раз на МКАДе было дело класть стрелку. Тогда еще не было никаких камер. Класть стрелку, и дальше я уже не знаю, какая была скорость. То есть у меня стрелка упиралась прям в самый конец спидометра. Ну, явно больше 180. Мы приехали с вами в район Ремец. Это один из старых районов Ришон-ле-Циона. И здесь проблема с парковкой. Вот. Не хотелось бы очень далеко парковаться, но и на запрещенном месте тоже вставать опасно, потому что... Ну, потому что выписывают штрафы. А во-вторых, потому что будешь кому-то мешать, будет недовольный человек. А я тут, значит, приехал делать добро кому-то. Одному сделал добро, другому сделал зло. Еще забавно, что Toyota Prius, она без конца пищит. Едешь ты назад или там паркуешься, она истошно просто пищит, визжит. Ты что делаешь? Ты вообще куда едешь? Ты же едешь назад! Батюшки, как страшно! А когда включается парктроник, то это вообще истерика. Боже мой! Нет, только нет! Куда мы едем? Мы все погибнем! Идем делать добро номер 2. Let's go! Ну вот и все. Все доставки развез. Ну вы поняли, да? Доставки по Ришон-ле-Циону. Вы знаете теперь, к кому обращаться. Звоните в любое время, кроме субботы. В субботу не работаю. Бесплатно. Да, пускай это не какое-то серьезное большое дело. Но Toyota... Ведь, заметьте, они не просто, да, там... они же могли все сделать проще. Да, там, не знаю, перевести денег.
в какой-нибудь благотворительный фонд и все. Получить налоговый вычет. И, согласитесь, для компании это было бы проще. Но они выбрали другой путь. Они решили, что нужно позвать клиентов, дать возможность клиентам сделать доброе дело. И решили помочь именно таким способом. Я хочу сказать, что это отличная психологическая терапия. Реально. Прям супер. Я себя ощущаю сейчас очень хорошо. Рекомендую всем сделать какое-то доброе дело для другого человека. Что-нибудь хорошее, не обязательно большое, да. Начните с какого-то маленького доброго дела. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был я, Денис Левин, и вы смотрели канал Living the Dream.